В небольшом городке, где все друг друга знали, жизнь текла размеренно и спокойно. Но однажды произошла история, которая всколыхнула весь местный отдел полиции и стала уроком для многих. Однажды вечером молодая женщина по имени Эмили возвращалась домой после работы. Она шла по тихому парку, наслаждаясь вечерней прохладой. Неподалеку от ее дома стояла патрульная машина, в которой находились двое полицейских, Джейк и Райан. Они были известны своими шутками и часто развлекались, чтобы скрасить скучные будни. Но в этот раз их шутка зашла слишком далеко. Увидев Эмили, Джейк, недолго думая, решил подшутить над ней. Он вышел из машины, подошел к ней и якобы случайно поднял ее юбку. Эмили, ошеломленная и возмущенная, резко отстранилась. Ее лицо пылало от гнева и стыда. Она не стала кричать или плакать, вместо этого она холодно посмотрела на полицейских и сказала: «Вы об этом пожалеете». Джейк и Райан лишь рассмеялись, не придав ее словам значения. Они сели в машину и уехали, считая, что это была просто безобидная шутка. Но Эмили не собиралась оставлять это просто так. Она достала телефон и набрала номер своего отца. Ее отец, генерал полиции, был человеком строгим и принципиальным. Услышав от дочери, что произошло, он не стал кричать или угрожать. Он просто сказал: «Разберемся». На следующий день в отдел, где работали Джейк и Райан, приехала проверка. Генерал лично занялся расследованием инцидента. Он изучил записи с камер наблюдения, опросил свидетелей и быстро выяснил, что произошло. Уже к вечеру того же дня Джейк и Райан были вызваны в кабинет начальника отдела. Там их ждал генерал. Он спокойно, но с ледяной холодностью в голосе сообщил им, что они уволены без права восстановления в органах. «Вы забыли, что форма – это не только права, но и ответственность. Вы опозорили мундир», – сказал он. Новость об увольнении быстро разнеслась по отделу. Коллеги Джейка и Райана были в шоке. Никто не ожидал, что их шутка обернется такими последствиями. Эмили же, узнав о решении отца, лишь кивнула. Она не хотела мести, но считала, что каждый должен отвечать за свои поступки. С тех пор в отделе стали относиться к своим обязанностям с большей серьезностью. А история о том, как шутка обернулась крахом карьеры, стала местной легендой, напоминающей о том, что даже невинные на первый взгляд поступки могут иметь серьезные последствия. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.